Ну что там у нас происходит? Ну что, друзья, наверное, я являюсь все-таки не тем человеком, который не доделывает до конца. И не тем, кто только тестирует двигатели. Короче, сейчас будем представлять вам наш новый проект. Выкатываем. Панель из экзотических пород древесины. Приборная. Искра, стартер, масло, топливо. Все здесь есть. Это газ для поджигания двигателя. Желтый цвет дисков говорит о том, что мы топим за безопасность. Также имеются стопаки, которые постоянно моргают и днем, и ночью. Бачок небольшой, всего лишь на 20 литров. Чего хватает примерно на 5 минут пути. Механик 80-го левела, он же видак, он же пожарный, чтобы тушить все вот эти вот конструкции. Сетка, опять же, для того, чтобы топить за безопасность. Мухи не пролетают, мухи все целые, ничто не сможет проникнуть в этот двигатель. Хотя засосать могло бы мое почтение. Как обычно, на своем месте стартер, генератор используется только в качестве стартера. Сзади произведены модернизацией до вот такого состояния, это выхлоп. Он же и создает реактивную тягу. Самое интересное, что подобный двигатель ставился на турбореактивный мотоцикл, именно вот такой, точно такой компоновки, но чуть поменьше. Мы же взяли двигатель чуть побольше и поставили на велосипед. Правда, перед этим его пришлось выловить из реки, потом он долго где-то лежал. Потом я приобрел его за 15 тысяч рублей, разбирал, смотрел на конструкцию, постигал устройство турбореактивной тяги. Но подписчики очень сильно хотели, чтобы я его куда-нибудь установил. При этом довел до ума. Ну, не знаю, как насчет доведения до ума. Он, конечно же, работает, но не на полную мощность. Все рассыпалось. Но, конечно же, как можете заметить, я его установил куда-то. Ну что, поехали, попробуем. Первый раз. Поехали.
Кажись, до 30-ки разогнались. Это жестко было очень. Очень жестко. Я еле остановился здесь. Тормоза здесь только на одном колесе. Вот они. Мы, конечно, хотим тюнингануть его, но пока только на одном. Но, как видите, все равно топим за безопасность. Покажи. Это раз, это два. Ну и вот 3. Ну что, надо ехать заправляться. И опять можно куда-нибудь поехать, по чуть-чуть покататься. Что-то с насосом не качает. То ли шин, крятку. Ну давай попробуем крутнуть. Все. Мне кажется, двигатель требует ремонта косметического. Может, он притирается? Загнали в бокс и разбираем двигатель. Не терпится посмотреть, что произошло, и будем чинить его. Воскрешать в очередной раз этого нашего Франкенштейна. Сняли штаны у двигателя. Открывается такая картина. Ну, для постоянных обитателей канала она не новая. Может, кому-то будет интересно. Это турбина основная. И вот смотрите, какие звуки здесь нас ожидают. Правильно продиагностировано все. Виной подшипник. Сейчас будем дальше разбирать и смотреть. О. Вижу квадратные шарики. В некоторое время работали они. Да уж, все-таки сдался подшипник. Обратите внимание, как это все красиво выглядит. Опять же, кто не в теме, напоминаю, здесь был установлен крайне ржавый подшипник. Вот видите, немножко даже все притерлось. Но раковины-то, свидетельствующие о первоначальном состоянии, они остались. Некоторые шарики вообще эпичные. Вот такие. Как оно вообще там крутилось, я не представляю. Ну, друзья, расстраиваться нечего, потому что у меня есть целый подшипник теперь. Это подарок остатков газотурбинного двигателя Дмитрия. Сам подшипник с корпусом выглядит вот так. Вот они шарики. Они абсолютно целые, правда какие-то черные. Но они гладенькие, никаких раковин, ничего нет. Кольца тоже в прекрасном состоянии. Оп. Видно, что абсолютно гладенькие. Вот его-то мы и поставим для дальнейших испытаний. Все, друзья, узел собран, стоит новенький подшипник. На глушняк заварил болты. Делаю эту процедуру уже в 3-й раз. Надеюсь, в 4-й раз не придется перебирать его. Так как помимо нового подшипника старый выглядит вот так, я еще видоизменил систему смазки. Как оно здесь было все устроено изначально, я без понятия, потому что часть выгнила. Но новенькая выглядит вот так, друзья. Вот эта штука будет вставляться внутрь после сборки и через дырочки будет брызгаться маслице на подшипничке. Вот и все. Раньше наконечник выглядел чуть попроще. Была одна дырочка, сейчас 3 и сразу веером, чтобы по-любому попало туда, куда надо. Так, сейчас соберем, будем тестировать. И еще у нас в планах повысить тягу, сделать насадки сопловые, чтобы лучше перло. Поставил на свое место, и вот что я вам скажу. Так тихо она никогда не вращалась при мне. Пока тут идут модернизации, хотим попробовать, как оно с толкача будет заводиться. Ох, щет. По-моему, не провернулось ни капельки, да? Да. Ну, перепонки Провернулись. провернулись. Минус 20%. Поставили на масло насос 80-го левела.
Ну теперь уж точно производительности должно хватить. Сейчас произведем испытание. Так что, ключ на старт, давай, показывай. Так, пошло. Выключай. Ну, в принципе, нормально, мне нравится. Так, надо как бы еще испытать. Заткнуть бы его на давление и испытать. Можно облиться маслом. Будем обливаться? Это самый быстрый способ, все остальные долгие. Ну да. По-моему, с маслом мы даже переборщили. Ну пусть так будет. Это лучше, чем... Видел, остановка мягкая такая, а выдох какой. Струя аж бьет вверх. Не, ну сейчас вообще не страшно, да, что что-то с ним произойдет. Да? Как-то вот он очень уверенно работает. Да, ты выбег, смотри. Крутится, отлично. Так, ну так как мы топим за безопасность и движок теперь гораздо мощнее, надо потихонечку начинать защищаться. Одевать экип. Начнем с очков. Это очки, между прочим, бронебойные против камней адских. Что-то как-то слишком люто все было. Опять что-то с маслом не то. Такое ощущение, опять грохотят подшипники. Блин, да что ж такое, ребят? Что-то сани не везут нас, не едут. Бумкнуло что-то еще. Нечего вести. Кажется, серию надо заканчивать. Человек предлагает заканчивать серию, пока живы, здоровы все, блин. Ну реально, я думал, разорвала здесь жопу. Думал, ничего тут не осталось от нее. Ну так вроде все нормально, даже крутится пока что все. Ну-ка.
Ну, вроде бы крутится, вроде все нормально. Масло не захотело потухать, вот в чем прикол. Видно, туда очень много поступает масла в камеру сгорания теперь. Так что ты считаешь, сопла не надо заужать ему? И так пойдет. Что вообще разорвало. Сопла можно оставить на вторую серию. А будет оно? Ну, когда разрешат, хочется на полосу выехать все-таки. Тут негде заворачивать с нашим Блин. поворотным механизмом. В общем, Олег говорит, что по правилу 2 взрывов третьего не стоит дожидаться, поэтому будем заканчивать видос именно на этой ноте. Первый раз мы его восстановили после разрыва подшипником. Второй раз что-то там бомбануло сзади. Возможно, бахнул газ. Как видите, стараюсь доделывать проекты до конца, но турбореактивная тяга вещь очень сложная, поэтому длится довольно-таки долго процесс. Ну вуаля, вот оно. Можно сниматься в эпических каких-то, я не знаю, постапокалипсисных фильмах, типа «Безумного Макса» и так далее. Так что, друзья, кому интересно увидеть, что будет дальше на канале, подписывайтесь, поддержите лайком и по возможности поддержите просмотром такой видос. Всем пока, до новых встреч. Все, присаживайтесь сюда. Все? А что? Сразу? Ну, конечно. Потом. Ага. Выжженная земля. О, адреналин страшный. Что-то у нас с насосом не в порядке. Да. Не качает. Так, сохрани. Да, полный апокалипсис.